Всем хорошего дня, с вами настройщик Леха. И в предыдущем ролике обещал, но забыл показать, что находится внутри подвала. Прошло уже 4 недели, так что вполне можно снимать опалубку, перекрытие. Покажу, насколько все печально, либо хорошо, насколько все потрескалось, плавненько залито. В общем, все свои косяки в этом ролике я покажу, возможно, кому-то будет примером. Ну а перед началом небольшая интеграция. Как же не вовремя выходит из строя инструмент? Так как до зимы недалеко, то для меня каждый солнечный день на вес золота. Поэтому бывает, что новый инструмент нужно заказать в кратчайшие сроки. Сейчас выбрать из сотен моделей, подходящую с e-каталогом, стало гораздо удобнее. У него прямые ссылки на магазины, а что самое главное, нет наценок. Смотрите, открываем каталог и выбираем нужный нам лобзик. Обязательно, чтобы он был помощнее, чтобы мог подключить пылесос, регулировку оборотов, ну и конечно же лазерный маркер. Иногда были случаи, когда хороший товар просто не отправляли в мой город. Поэтому есть удобная фишечка, которая исключает это. Далее выбираем интересующие нас модели и добавляем их к сравнению. После этого можно товар сравнивать либо по параметрам, либо нажать кнопку «Только отличающие». И тогда отображаться будет именно различие между моделями. И не забываем про очень важную вкладку – это аксессуары. Вот она. Именно меня здесь интересуют вот эти полотна. Даже если заказ сделали не сразу, это не беда. Ничего не забудется и ничего не надо держать в голове. Просто переходите в аккаунт и жмякаем на вкладку «Я смотрел». И мы увидим здесь все, что я просматривал ранее. Если ищете товар в интернете, ищите на e-каталоге. Ссылочка будет в описании. Вооружившись молотком, кувалдой, шуруповертом, монтировкой и ломом, я приступил к демонтажу подпорных элементов перекрытия. Оно залило, выстоялось уже более 3 недель, почти 4 там плюс-минус. Аккуратно нужно было все это снимать. Не забыл я про технику безопасности, на всякий случай я одел каску. Если упадет какая-нибудь доска, брусок, поддон, щит влагостойкий, меня каска спасет от травмы головы. Если упадет перекрытие, то по наличию каски хотя бы будет понятно, где находится верхняя часть тела. Самое легкое было это вышибить деревянные подпорки. Железные поддавали сложнее. Так получилось, что масса бетона неплохо так продавила, и так получилось, что вся нагрузка упала именно на те трубы, которые я сваривал. А остальные деревянные бруски были буквально на 2-3 мм, как бы в подвижном состоянии, что ли так. Их можно было выбить даже руками. Поэтому вся нагрузка пала на железные трубы, которые варил. Значит, варил их не зря. Поначалу была фантазия, была как бы в планах, что ударишь пару раз по брускам, все перекрытие рухнет, ты все это сгребешь и вынесешь. Но на деле все оказалось по-другому. Из-за того, что бетон работает на сужение, все это неплохо так сжалось друг к другу, без всяких саморезов и креплений. Все это зашло, как бы так сказать, в тиски и приходилось в прямом смысле выламывать. То есть из бетона приходилось все это доставать. А в планах было в красивых, что пару ударов, все это развалится, быстренько все это убрал. Ага, это так не работает. На будущее был полезный совет, я его проигнорировал, что если заливаешь что-то, 3-й день максимум, и все это нужно снимать, убирать. Я думал, да ничего страшного не будет. Как оказалось, это было довольно-таки страшно, и опалубка из пару часов превратилась в пару дней. Вот мы плавно подошли к тому моменту, который было в начале. Это самый центральный брус, как у бобров на плотине. Если его убрать, то все должно свалиться, разрушиться. Быстренько все это выносишь, и пол работы сделано. Но что было дальше, вы сейчас увидите. Но произошло следующее. Получается, что после демонтажа главного бруса обвалились только подпорки. Из-за того, что бетон работает на сужение, поддоны и щиты зажало друг к другу. То есть там вверху, то что надо мной находится поддоны и щиты, там нет ни одного самореза, ни одного гвоздя. Их просто зажало. И потихоньку, аккуратно я пытался их как-то из друг друга вырвать. Получалось, скажем так, не очень. Боялся, что все это все-таки меня завалит. Но из-за того, что их зажало, получалось еще и нужно было приложить силу, чтобы все это оторвать. А у меня в планах было, что один удар и все развалится. Нет, так это не работает.
Если бы еще заморочился и закрутил бы саморезами, на всякий случай гвоздями, я бы даже не представлял, как это все демонтировал. Благо догадался постелить клеенку. Благодаря клеенке поддоны щиты легко отлипали. Они в принципе даже не прилипали, они просто присохлись. Благо догадался постелить клеенку. Благодаря этому щиты абсолютно никак не прилипали к бетону, в отличие от стен. И щиты легко поддавались, их просто зажало между основными стенами и потолком. Поэтому они были зажаты, но никак не приклеены. Ну а потом демонтировал клееночку, чтобы посмотреть, насколько там все хорошо с бетоном. Благодаря тому, что там была клеенка, бетон получился блестящий, аккуратный. И я бы сказал, это самое лучшее, что было в подвале. Самое прочное, самое красивое, самое аккуратное. И то самое, что набрало максимальную прочность, это было перекрытие потолка. Все элементы, которые я демонтировал с потолка, а именно поддоны, щиты, доски, подпорки, все это аккуратно вынес, весь строительный мусор, чтобы плавно перейти к демонтажу стен. Начал я именно с лестницы, там было проще всего. Там в основном были маленькие кусочки щитов, маленькие рейки, доски, их легко можно было демонтировать обычной монтировкой. Они были без распор, не в затяг, скажем так, они прям друг за дружкой потихоньку можно было аккуратно, красивенько и быстро все это демонтировать. В отличие от внутрянки, вся внешняя часть, то есть внутренняя, имеется в виду, где ступеньки, лестница, стояла из маленьких кусочков, то есть там не было ни одного целого щита. А распоры стояли поперечные рейки и зажаты друг в друга, то есть стена в стенку. Так как я заранее знал, что там основной-то силы такой нагрузки не будет, поэтому особо-то не заморачивался. Но получилось не очень красиво, потому что разные элементы, разные доски, разная степень прилипания, то есть без клеенки. И получилось в некоторых местах не то чтобы некрасиво, не гладенько, а кое-где даже были сюрпризы. А именно вот в этом месте, которое вы сейчас смотрите, был самый главный сюрприз этого видео. Поначалу там ничего не было, но стоило ткнуть пальцем, и там показалась очень глубокая промежность. Практически, наверное, оставалось до наружной стены миллиметра 3. Заполнил эту промежность раствором, 1 цемент, 3 песка и 1 плиточного клея. Оставлять отверстия до весны я не стал. Ну а в дальнейшем уже начался хардкор. Нужно было демонтировать щиты, которые скручены между собой, щиты прикручены к поддонам, поддоны тоже между собой скручены, и чтобы демонтировать один поддон, его приходилось полностью чуть ли не поломать, то есть они просто не шли. Да, был плюс, большие щиты. Также были и плюсы. Во-первых, плюс был, это щиты были большие, в среднем там был 0,5 квадратов самый маленький щиточек, имеется в виду влагостойкая фанера. Сам большой лист достигал 2 квадратов.
поэтому стены и переходы между ними были более-менее относительно ровные. Ну, скажем так, если смотреть по счетчику рукожопости, то это было на твердую 3. Ну, это по 10-бальной шкале. Как видите, даже готовую фанеру просто вытащить из-за угла не получалось. Из-за того, что бетон работает на сжатие, как вы любите меня постоянно этим тыкать, то фанерка в фанерку сплюснулась. И получалось ее без всяких креплений, саморезов, гвоздей, ее просто зажало между собой. Плюс еще наличие бетона, она и слегка немножко прилипла, она же была не новая, не идеальная. И поэтому приходилось приложить усилия как горизонтальное, вертикальное, так еще и сверху и сбоку. Путем расшатывания тоже не помогало, потому что ее просто зажимало. Я, честно говоря, не знал, что вот угловой оттенок, скажем так, фанера ни к чему не закреплена, ее просто зажимают настолько сильно, что, ну, скажем так, мой вес 80 кг, да, берем монтировку, пытаемся оторвать, и этой силы не хватает, она просто не шевелится. Честно говоря, не знал, что бетон обладает такой мощной силой сжатия. На будущее буду знать, и совет, что залил, максимум 3 дня демонтировал, очень полезен. Плюс на будущее буду использовать часто клеенку, потому что, как показала практику, на потолке получилось очень красиво и очень аккуратно. Естественно, мог бы сделать лучше, если бы хотя бы добавил бы клеенку, то есть обтянул бы всю внутреннюю часть клеенкой, и демонтировалось бы легче, и возможно было выглядело красивее. Но в целом тоже неплохо, но немножко неэстетично. Как видите, сейчас нет никаких ни подпорных, ни распорных элементов, демонтировал все поддоны, но щиты все равно продолжали твердо сражаться, и с большим трудом, с помощью только монтировки, я их кое-как отрывал от стен, хотя они ни к чему не закреплены. Была бы клеенка, было бы все быстренько, гладенько и идеально. Как видите, фанеру ничего не держит, она просто не хочет уходить. Еле как, кое-как вытащил. Ну и последний элемент — это приточка. Приток воздуха через низ. Получилось все аккуратно, никаких трещин, никаких сколов, ничего не было. Стены получились монолитные, крепкие, они отличаются только цветами. То есть где-то темнее, где-то светлее, где-то был самомес, точнее верхняя часть, а внизу был, естественно, привозной. По глазу просто так не отличишь, либо нижняя часть быстрее высохла, либо в привозном бетоне было больше песка. Ну и последним этапом, перед тем, как все это очистить, вымыть и выбросить, оставалось только подшлифовать все острые углы и ненужные неровности.
Вопрос наверняка: Леха, как ты получился такой кубик? Это не кубик, это было смотровое окно для проверки, есть ли бетон за стеной или нет. Поэтому сейчас он не нужен, его можно демонтировать. Возможно, на первый взгляд у вас сложилось впечатление, что, боже мой, как там все ужасно, все криво, все неровно и все грязно. Но это только впечатление, на самом деле там ничего не изменилось, как все было, так и осталось. На сегодняшний день в подвале пока голые стены, я послушал советов и с помощью 2 вентиляторов на приток и выток я тщательно продул весь подвал, потому что там ощущалась сырость и выделение конденсата. На сегодняшний день подвал перестал конденсироваться, вся влага вышла, подвал более-менее просох, и в дальнейшем я уже начну вставлять дверь, монтировать плитку, собирать стеллажи, проведу электрику, но об этом все будет немножко попозже. На сегодня у меня все. Показал вам, как я демонтировал опалубку, что за ней находилось, показал все свои косяки. Надеюсь, в будущем вы будете мудрее, чем я. На сегодня все. С вами был смотрщик Леха. Пока-пока.